Всем привет, меня зовут Унафата, и сегодня я расскажу вам о том, что скрывается за образами кошмаров Винкс из второго сезона спин-оффа. Нам с вами удалось набрать более 250 лайков и 50 комментариев под предыдущим видео. Получится ли побить рекорд в этот раз? Ну а если вы впервые на моем канале, то приветствую вас в моем волшебном мире. Обязательно подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы магия пришла и в вашу жизнь. Ну а мы переходим к интересным фактам. Сперва я предлагаю разобраться с тем, как называются эти кошмары и что это может означать. По английской версии их называют как Nemesis, что переводится фактически буквально Немезида. Если мы обратимся к древнегреческой мифологии, то можем найти, что Немезида – крылатая богиня возмездия, карающая за нарушение общественных и нравственных порядков. Но все же говоря о поп-культуре, Немезидами чаще всего называют антагонистов персонажей первого плана. Полные противоположности главных героев, с которыми те зачастую и вступают в схватку, преодолевая себя и сражаясь со своим худшим «я». Именно эта задача стоит перед феями Винкс во втором сезоне спин-оффа. О первой Немезиде, с которой встретился зритель при просмотре Мира Винкс, я уже рассказала в предыдущем ролике об интересных фактах мультсериала. Если вы еще не ознакомились с этим видео, вы можете перейти на него по всплывшей ссылке в верхнем правом углу экрана. Обскура – Немезида Стеллы. Обскура – латинское слово, значение которого призрачный, смутный. Этот персонаж показан лишь в своем дебютном эпизоде. От остальных кошмаров Винкс Обскура отлична белоснежной кожей. Единственная другая Немезида, которая может похвастаться таким внешним качеством, это Вирус, антагонист Текны. Синка – Немезида Лейлы. Ее имя происходит от английского слова sink, что означает «утонуть». В официальном русском дубляже ее имя внезапно локализовали и назвали как Топь. Синка – единственная Немезида, чьи волосы никогда не видны из-за шлема, который она носит не снимая. Стоуни, или Камни в русском дубляже, Немезида Флоры. Как и Обскура, Стоуни показана лишь в единственном дебютном эпизоде. Ее имя происходит от английского слова stone – камень, что отражает сущность ее силы. Своими волшебными способностями она напоминает Медузу Горгону, ведь взгляд в ее глаза может превратить живое существо в каменную статую. Стоуни сражается с Флорой, используя противоположность волшебных способностей феи. Вирус – Немезида Текны. Происхождение ее имени очевидно. Скорее всего, оно происходит от компьютерных вирусов, что также отображается в действиях персонажей в сериале. Как я уже упомянула ранее, вирус имеет несвойственный другим кошмарам Винкс, кроме кошмара Стеллы, белоснежный оттенок кожи. Но по причине того, что она робот, ее белая кожа скорее является белым металлическим покрытием. Забавно, что Немезида Текна имеет длинные волосы, чего нельзя сказать о самой фее. Банши – Немезида Музы. Самое ужасающее, по моему мнению. Прообразом этой Немезиды является мифическое существо ирландского фольклора и жителей Горной Шотландии. Она издает пронзительные вопли, оплакивая смерть кого-либо из членов рода. Банши мучают Музу на протяжении целых 3 серий, что является самым длительным появлением кошмара в сериале. Всякий раз, когда Банши появляется или готовится к атаке, можно услышать зловещую музыку. Несмотря на то, что персонаж издает крики и другие резкие звуки, Банши – единственная Немезида, которая не говорит. Наряду со Стоуни, Банши создана в противовес своей феи на основании ее способностей. Это все, чем мне хотелось поделиться с вами сегодня. Было ли вам интересно узнать чуть больше об этих героях? Поделитесь своим мнением, поставив лайк или дизлайк и оставив соответствующий комментарий. Волшебство вокруг нас. Важно лишь научиться замечать его в мелочах. До скорого!